доложить о деятельности братьев нашего центра войн. Значит, он формирован по вашему поручению в 2023 году. Вот, мы географически присутствуем во всех наших федеральных округах в 21 регионе, в том числе на наших исторических территориях. Работают у нас 390 инструкторов, из них участники специальной военной операции 187. Вот, это, я считаю, что очень важно. Весь свой опыт, боевой багаж передают личным своим примером подрастающему поколению. Значит, с 23 года по состоянию на сегодняшний день мы уже обучили более 100 тысяч наших детишек. Вот, и гордостью мы можем заявить, что главнокомандующий, что воспитываем настоящих патриотов, будущее нашей страны. Вот, и с вашего позволения хотел бы дать слово нашим детям. Очень сильно хотят с вами поговорить. Пожалуйста. Как вы давно занимаетесь? Владимир Владимирович, я начну. Владимир Владимирович, курсант, меня зовут Роман Герасимов, курсант Камчатского филиала Центра войн. Учусь в Уссурийском Суворовском военном училище. Мечтаю стать подводником, поступить в Севастополь, вернуться на Камчатку и быть полезным для своего региона и для страны в целом. На подводном флоте? Я из села, и когда наш сельский класс привезли на атомную подводную лодку «Томск», таких молодых ребятами по 1,40 м, это произвело на нас огромное впечатление. И фотография с Андреевским флагом до сих пор у меня... Спускались? Да, спускались, изучали, поэтому у меня мечта стать подводником. В Центре войн 2 года, прошел военно-профильные смены, время юных героев. Благодаря инструкторам, которые порой являются нам отцами, смог зарекомендовать себя как один из лучших курсантов в регионе и представить Центр войн в экспедиционной поездке на остров Шумшу, которая произвела на меня огромное впечатление. Когда я вернулся из этой поездки, разговаривал со своими друзьями, товарищами и удивился, что некоторые ребята не знают, что это за остров, где он находится. И было бы славно, если бы было бы больше возможностей для ребят посещать эти памятные места, как остров Шумшу. Как минимум это возможность прикоснуться к истории, почувствовать эту атмосферу, а как максимум это и есть патриотическое воспитание таких ребят, как мы. Суворовское училище. Уссурийское Суворовское. Давно создано? Учусь с 5 класса, училище образовано в 1943 году, в 1957 году передислоцировалось на Дальний Восток, а так было Курское, сейчас Уссурийское. Нравится? Нравится учиться. Что тебе особенно нравится в ходе обучения вообще? Что вот привлекает? Что наиболее интересно? Наиболее интересно, я поступил, я хочу стать военным, это моя мечта с детства. Поэтому, например, этой осенью, в сентябре... Что тебе доставляет наибольшее удовольствие? Удовлетворение? Форма. Форма – это наша гордость. Молодец. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ребят, кто еще? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Григорий Дмитрий. Я представляю Тюменский филиал Центра войн. Вот. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с вооруженными силами, поступить в Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков. Вот. В детстве меня очень сильно мотивировали. А какая авиация тебя привлекает больше? Истребительная. Истребительная? Да. Вот. В детстве меня очень сильно мотивировали фильмы советские, например, как «Бой идут одни старики». Вот, наверное, вы видели. Вот. А так в Центре войн я уже больше 2 лет, сейчас уже помощник инструктора. В Центре войн, благодаря ему, я научился оказывать первую помощь, обращаться с оружием, военной топографии, управление БПЛА. Вот. Мы работаем на самом современном оборудовании. И когда я приезжаю на различные мероприятия и общаюсь с ребятами из разных регионов, они с интересом слушают про нашу деятельность. Но вот, к сожалению, у нас не в каждом регионе есть Центр войн, как ранее прозвучало только в 21. И у ребят нет возможности заниматься на современном оборудовании военным делом. Будем развивать. Да, и вот я в связи с этим хочу вас попросить, чтобы Центр войн открывался в каждом регионе нашей страны. Так, постараемся сделать это. Спасибо большое. Тем более, что такой результат хороший. Хорошо. Удачи. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Тополинская Екатерина, я из Запорожской области. Занимаюсь карате кёкусинкай, очень сильно люблю своего тренера, уважаю. Его зовут Герасимов Владимир Васильевич. Он очень много сил дает нам, вкладывает в нас. В Центре войн я уже чуть-чуть больше года. Научилась различным навыкам. И моим любимым направлением стала тактическая медицина. Я собираюсь развиваться дальше.
И буду по окончанию 11 классов, в этом году я оканчиваю уже 11 класс, учусь в школе номер 9 города Мелитополь. Буду поступать в военно-медицинскую академию имени Кирова. В Петербурге. Так точно. На какую специальность? Лечебное дело. Ну, я последую примеру своего прадеда и стану военным врачом, и, скорее всего, буду хирургом, спасать жизни. Это сложная работа. Это да. Но Ответственная очень. она, скорее, я скажу, не сложная, а более специфическая и требует особых навыков. Поэтому мне помог Центр ВОИН определиться со своей специальностью, будущей профессией. Я научилась оказывать первую помощь, но не только первую помощь, в принципе, много чему научил, сделал меня сильнее. И мне хотелось бы, чтобы более делали упор на первую помощь, поскольку ситуации в жизни бывают разные, и дай бог, чтобы это никому не пригодилось, но лучше знать и уметь. Когда собираешься поступать? Ну, получается, этот учебный год, 2025-2026, я заканчиваю школу и поступаю, Ну, следующий год. Да. Через год. ну, грубо говоря, да. Уже была в академии? Видишь? Нет. Как-то знакомилась по интернету? По интернету посмотрела. Это одно из... Это ведущая, мне ведущая. понравилось. Хотя я там в жизни еще не была. Да, она и развивается хорошо, очень активно. Школа хорошая. Преподавательский состав. Очень опытный. Ну, хороший выбор. Поздравляю с этим. Удачи. Спасибо. Владимир Владимирович, меня зовут Садьев Никита, я курсант Хабаровского филиала Центра ВОИН. В Хабаровске я родился и вырос, и поступил в свою школу 10 класс технологического профиля гимназии номер 6. С Центром ВОИН я знаком более года уже и изучаю различные все направления более углубленно. Это, то есть, В Хабаровске живешь? в Хабаровске, да. Вот, родился, вырос и до сих пор живу, еще планирую. И изучаю, ну, у нас направление есть тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка, есть топография, управление беспилотными летательными аппаратами, и также можно очень долго перечислять. Я это делаю ради своей цели. Я хочу поступить в Московскую академию Федеральной службы безопасности на специальность противодействия техническим разведкам и после поступить в подразделение Альфа, чтобы защищать нашу страну. Технические разведки и подразделения Альфа немножко разные. Ну, я так выбрался. Но мечтаю попасть в Альфу. Вот. И, как я знаю, Центр ВОИН, он предоставляет возможности как получение дополнительных баллов в некоторых высших учебных заведениях. Но, как я знаю, всего 5 таких высших учебных заведений. И хотелось бы попросить, чтобы все курсанты, они могли получить поддержку в выборе будущей профессии и могли получить дополнительные баллы во всех военных высших учебных заведениях. То есть предложение такое, чтобы ваша деятельность, работа в таких центрах давала какие-то преимущества при поступлении Да, в по-моему. высшие военно-учебные заведения. Да, мы все стараемся, тратим свои силы ради нашего развития, Вы их чтобы не тратите, вы их совершенствуете совершенствовать свои навыки. и вот. наращиваете. Да. Вот, хорошо, ну идея правильная, хорошая. Подумаем. Да. Ну и вот поддержать Диму, то, что у нас не все могут стать курсантами, потому что центр открыт в 21 регионе. Да-да-да. Хорошо, подумаем обязательно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Удачи. Удачи. Уважаемый Владимир Владимирович, я Деминова Александра, курсант Центра ВОИН Донецкой Народной Республики. Я учусь в 34-й школе города Макеевки. Я прошла несколько образовательных программ и стала участницей военно-полевых сборов. Мое любимое направление – тактическая подготовка, ведь правильное ведение боя и обороны – одно из самых главных условий победы. Хорошо докладываешь. Бой. За этот год, благодаря профессионализму и поддержке инструкторов, точно решила, что хочу служить в пограничных войсках. Ведь защита границ – это очень отважно и очень тяжело. И я знаю, что я к этому готова. Для меня примером отваги всегда являлся мой отец. Все мое детство он служил в пожарной части. Он спасал сотни, а то и тысячи жизней. Я думаю, что если вести занятия по тактической подготовке в школах, то это поможет ребятам улучшить их работу в команде и умение действовать в опасных ситуациях. Ну да, и помогает осуществить выбор. Да. Выбор профессиональный. Ну, здорово. У вас разные такие направления, все интересные. И очень важно для страны и для вас будет очень важно и интересно. Служба в погранвойсках это особая служба. Это надо внимательно подумать. Это ведь это в удаленных регионах, как говорят. Да. Подумала, хорошо. Так точно. Вот. Удачи. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Агустринова Альяна, я курсант Центра ВОИН, учусь в физико-математической школе номер 56.
Закончила 2 смены «Время юных героев» и программу «Военно-спортивная подготовка и воспитание молодежи». Про достижения я могу сказать, что участвовала на «Зорнице 2.0». Было очень круто. По роли я медик. В прошлом году и в этом году я стала на ДФО, я стала лучшим медиком. В прошлом году на всероссийском этапе, к сожалению, мы не заняли призовое место, но получили массу опыта. В этом году, я думаю, будет еще масштабнее, еще круче. Вот мой ориентир к этому – это мой брат. Он служит в Тихоокеанском флоте. Но он не единственный в нашей семье. В семье 7 детей. Он самый старший, еще есть старший, который окончил 6 лет медицинского. Вот моя близняшка. Это Быстренова Дарина. Сестра младшая, и у нас еще есть близняшки младшие. Да. Они сейчас в 1 класс пошли. Богатые родители. Да. Самому маленькому сколько? 7 лет. Пошли в 1 класс. И как тебе помогает прохождение специальной подготовки для окончательного выбора того, чего ты хочешь в жизни профессионально? Вот в центре ВОН я поняла то, что мне нужно военное дело. Я хочу стать военным. Военным. Каким военным? Здесь много специальностей. Мы с сестрой хотим поступить в ФСО, Федеральная служба охраны, в информационную структуру. Потому что мы учимся в физико-математическом классе, так что мы очень любим решать сложные задачи и заниматься с цифрами. Кстати, это одно из самых актуальных направлений. Конечно. Ситуация, да. Все будущее связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, так что интересно очень. Да, Только нужно основательно это. И то, что вы увлекаетесь математикой, физикой, это здорово. Выбор хороший, я вас поздравляю. Спасибо. Успехов. Меня зовут Багдасарян Дарина, я тоже представитель Центра ВОН из Республики Бурятия. Вот у нас недавно, 1 сентября, мы отпраздновали день рождения. И Центр ВОН осуществил нашу мечту – прыжок с парашютом. Ну ладно. Да. А вес ты пошли? Вес Да. 56. Не знаю, надо проверить. Можно Угадрать. А? Угадрать, куда Да. направление Губернатор, надо с ним поговорить. 56 килограмм. Ну, если что, наберем. Есть определенные параметры, я прыгал в парашют, но есть же параметры, которые самые Ну, подкачаемся. характеристики. Сколько прыжков было? 1, 2? Это наш первый прыжок был. 14. Сколько у вас? Около 700 метров? Не уточняли. Но с вертолета, с самолета? Наверное. Чем выше, тем лучше. Не прыгать. Нет, наш первый прыжок будет. А, будет еще. А, ну, подумайте. Хорошо. Можно вас обнять?